Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился в Керчи в 1877 году. Размышляя о выборе жизненного пути, рассматривал два варианта – стать художником или врачом. Уже на стадии готовности поступать в Академию художеств он передумал и решил посвятить себя медицине. Важнейшим критерием выбора стало желание облегчать людям страдания. Из университета выпустился в 1903 году. Перед ним могла открыться хорошая карьера, о которой многие могли только мечтать. Но он, к удивлению окружения, объявил, что желает стать земским доктором. В период с 1905 по 1917 год он трудился в городских и сельских лечебницах в разных регионах страны, в Симбирской губернии, затем в Курской, Саратовской, на территории Украины, в Переславле-Залесском. В 1916 году защитил диссертацию и получил степень доктора медицинских наук. Варшавский университет почтил тогда Войно-Ясенецкого особой премией. Во время гражданской войны в больницу доставляли тяжело больных, раненых, и будущего святителя неоднократно ночью поднимали с постели на операцию. Никогда, по свидетельствам коллег, он не возмущался, никогда не отказывал в помощи. Помимо исполнения служебных и семейных обязанностей, принимал активное участие в церковной жизни. Однажды, после удачного доклада Войно-Ясенецкого на церковном съезде, ташкентский епископ Иннокентий высказал ему пожелание, чтобы он стал священником. Валентин Феликсович не планировал такого, но внезапно ответил архиерею, что согласен, если это угодно Богу. В 21 году он был посвящен в сан диакона, а через несколько дней – в иерея. 2 года спустя отец Валентин принял монашеский постриг. Изначально планировалось назвать его в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона, однако позднее епископ Андрей Ухтоминский поменял решение и назвал будущего святого в честь евангелиста, художника и врача апостола Луки. Так отец Валентин стал иеромонахом Лукой. В том же 23 году Лука был арестован по абсурдному и надуманному обвинению в контрреволюционной деятельности и сотрудничестве с англичанами. В ссылке Лука продолжал оперировать, использовал все возможности для служения Богу, лечения людей. По окончании ссылки епископ Лука возвращается в Ташкент, однако в 1931 подвергается очередному аресту и приговаривается к ссылке в Архангельск на 3 года. В декабре 1937-го последовал новый арест. Святителя допрашивали несколько суток подряд, требовали подписать заранее подготовленные следствием протоколы. Он наотрез отказался подписывать. Новый приговор, новая ссылка, на сей раз в Сибирь. Архиепископ Лука провел в ссылках в общей сложности 11 лет. В начале Великой Отечественной войны Лука отправляет телеграмму председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину. «Я, епископ Лука, являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку». 30 сентября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакуационного госпиталя номер 1515. Он работал по 8-9 часов, делая несколько операций в день. Каждое утро молился в пригородном лесу. Церквей в Красноярске в это время уже не осталось. Летом 1943 года впервые получил разрешение выехать в Москву, участвовал в поместном соборе, который избрал патриархом митрополита Сергия Строгородского. Также стал постоянным членом Священного Синода, который собирался раз в месяц. Однако вскоре он отказался участвовать в деятельности Синода, потому что длительность пути, около 3 недель, отрывала его от медицинской работы. В дальнейшем стал просить о переводе в европейскую часть СССР, мотивируя это ухудшающимся здоровьем в условиях сибирского климата. Местная администрация не хотела его отпускать, пыталась улучшить его условия, поселила в лучшую квартиру, доставляла новейшую медицинскую литературу, в том числе на иностранных языках. 15 декабря 1943 года патриарх Сергий и Священный Синод приняли решение о переводе Луки в Тамбовскую епархию. Святитель Лука не угодничал перед властями. Уполномоченный по делам религии Карпов выговаривал патриарху Сергию, что тамбовский владыка в хирургическом госпитале в своем кабинете повесил икону, перед операциями совершает молитвы.
На совещании врачей ЭВК-госпиталя за столом президиума находится в архиерейском облачении. Это раздражало светских начальников всех рангов. Но тем не менее они не могли не замечать его огромного вклада в медицинскую науку и практическую хирургию. В Тамбове он был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Приезжавший в госпиталь с инспекторской проверкой профессор Приоров отмечал, что ни в одном из госпиталей он не видел таких блестящих результатов лечения инфекционных ранений суставов. В феврале 1946 года святитель Лука удостоился Сталинской премии первой степени с формулировкой «За научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах «Очерки гнойной хирургии», законченном в 1943 году, и поздняя резекция при инфицированных огнестрельных ранениях суставов, опубликованном в 1944 году. Монография святителя «Очерки гнойной хирургии» стала настольной книгой врачей. До эпохи антибиотиков, когда не было другой возможности бороться с гноем, кроме хирургической, любой молодой хирург, имея эту книгу, мог осуществлять операции в тяжелых условиях провинциальной больницы. Большой вклад святитель Лука внес и в анестезиологию. Его докторская диссертация посвящена регионарной анестезии. За годы священства Лука произнес 1250 проповедей, из которых 750 записано. Проповедовал на тему науки и религии, сослался на Коперника, Пастера, Павлова и других верующих ученых. Добавил от себя: «Наука без религии, как небо без солнца». Трактат «Наука и религия» был опубликован лишь в 2000 году, спустя почти 40 лет после смерти святителя. Постановлением Генеральной прокуратуры России от 12 апреля 2000 года гражданин Войно-Ясенецкий полностью реабилитирован. В 2000 году Архиерейским собором Русской Православной Церкви прославлен как исповедник в соборе новомучеников и исповедников российских, а за 5 лет до этого он был канонизирован Украинской Православной Церковью. Почитается и другими поместными церквами, в частности Элладской. По состоянию на 2022 год многие храмы России и Украины освящены в честь святителя Луки. Кроме того, его памятники установлены возле множества больниц и медицинских учебных заведений, а ряд из них назван в честь святителя, например, Красноярский государственный медицинский университет имени профессора Войно-Ясенецкого. В 2020 году указом президента России учреждена медаль Луки Крымского, вручающаяся за заслуги в здравоохранении.